Всем привет! Очередное видео на канале. Сегодня видео будет из гаража. На рыбалке, друзья, выбирался, но рыба бастует, не хочет сильно клевать и как бы показывать особо нечего, поэтому сейчас на канале небольшой перерыв, но надеюсь все наладится и будут дальше видео, будем рыбачить и показывать вам. Ну а сейчас пока вот есть время и надоело мне одна проблема в лодке. В том году вот приобрел себе Адмирал 320 НДНД. Ну, кто смотрит канал, знает, вроде как бы я там был, решил проблему с прохватами. Но кому интересно, в подсказках сверху выскочит. Посмотрите, какая там проблема была. В общем, были прохваты. Думал, уже как бы устранил эту проблему накладкой, там мне вытачивали на ЧПУ станке, делали, но оказывается не помогла до конца, все-таки идут прохваты, и посоветовался тут с людьми, позвонил, уже давно занимаются лодками, и еще один человек, как бы вот для себя в свободное время, сказал, это 100% высокий транец, поскольку транец в Адмирале 320 НДНД идет 42 сантиметра, а нога в моторе идет 38. Хотя расстояние от антигравитационной плиты ниже днища, она висит на 2 сантиметра, как бы, ну, по книжке, если устанавливать мотор, это нормально. Но сказали все равно, это многовато, режь на сантиметр, и должно быть все хорошо. И поэтому вот сейчас сижу в гараже, уже завершили процесс резки транса. Не показывал, поскольку, ну, не было времени снимать. И вот покажу вам, чтобы посмотрели, может у кого тоже такая проблема. Ну, пригодится. Так что давайте все расскажу поподробнее. Так что поехали. Вот тут опилочки. В общем, давайте поподробнее. Здесь вот транец, он был ровный, но вот мы сделали фрезером вот такую выборку на сантиметр. Мне посоветовали. Контакты этих ребят, где вот занимаются лодками, там ремонтов, я оставлю. Спрошу у них, можно ли. Так что обращайтесь. Вообще ни копейки не взяли с меня за информацию, все объяснили. Конечно, приятно, что есть такие люди, помогают. Вот. Ну, был транец прямой, взял, нагрел резинку строительным феном, ну и отклеил. Не отрывал, чтобы сохранить ее. Поскольку найти тяжело сейчас только вот в России, в Питере, как бы нашел, даже в Москве. Вроде по магазинам смотрел, интернет-магазинам нету. Ну, тяжело найти. В общем, сохранил ее. Чтобы сделать вот ровно такой вырез, сделали вот такой шаблончик с досок, чтобы вот, сейчас покажу, вот так он крепился, и сюда фреза ставилась и шла, чтобы никуда не выбивала ничего. Вот таким фрезерным станком, друзья, вот такая фреза, это все делалось. Конечно, подготовки было больше, чем рез сам. Далее обработал здесь напильниками, наждачной бумагой. И сейчас хочу пройти антисептиком таким, ну, что-то пенотекса такого, там 3 в 1. Обработать, высохнет. И у меня есть клей. И потом просто возьму, приклею назад эту резинку. И прикручу вот эти наши накладки, которые были. Ну вот, кто только смотрит это видео, может, не знал мой канал. Вот такую у меня, друзья, на ЧПУ станке вот под углом выточили надставку, поскольку у меня мотор, сейчас покажу сбоку, он на втором положении был вот так откинут. На третьем вообще там прохваты шли, петух шел. Но там в подсказках, я еще раз повторюсь, кому интересно, посмотрите. Ну а этой накладкой я немножко изменил угол наклона мотора. Вроде как бы по осени, когда проверял, нормально, но по рыбаче все равно идут прохваты, особенно на волне. И ребята сказали, все-таки высота, повторюсь, транса высокая. Вот. Ну, кто-то скажет, развесовка неправильная или еще что-то. Нет, все, друзья, там пробовал, делал. Так что НДшка, поскольку практически вся идет над водой, осадка минимальная,
и транец высокий. У знакомого у него Тахацу 3,5, вот он тоже приобрел. Единственное, были, да, там перекруты, он от Ямахи переточил винт, сделали, и у него вообще проблем нету. 23 километра идет. Но поскольку на Тахацу высота транса рекомендуется 381-420, вот, как раз вот этот транец и подходит, у кого если тахарики 3,5, и прохватов по идее не должно быть. Но у меня пятерка Меркурий двухтактная, и вот такая проблема. Так что, друзья, сейчас пропылесошу, покажу, чем обрабатывать буду дальше, как приклеивать, ну и уже на воде, наверное, сделаю показатели, тесты, как там помогло, не помогло. Ну, думаю, будет вам интересно. И да, друзья, забыл про фрезу рассказать. Ну, как бы инструмент такой, кто занимается по дереву больше, да, можно найти там вот. В мастерских даже не взялись за мою работу, просто подсказали, какую высоту лучше срезать вот для НДшки, чтобы хватило, чтобы не было прохватов, поскольку встречаются такие проблемы. Но обычно наращивают транс, а у меня наоборот заужать надо было. Ну и вот эта фреза. Нужно подбирать, вот эта фреза на 21 сантиметр она. Ну, у меня транец был на 20, ну, чтобы немножко больше было запасом. Так что, если кто будет резать, смотрите длину транса своего, толщину точнее. И вот обязательно должен быть подшипник. Вот этот подшипник шел по краю нашего шаблона. И получился такой вот аккуратный рез. Так что это тоже важно. Фреза должна быть с подшипником. Ну, в общем, друзья, вот такая у меня пропиточка есть. Вот. Можете увидеть, баночка стояла. Вот. Там она, как и антисептик идет, там и от ультрафиолета, то есть, ну, от всего. И сейчас покажу. Я прошел один слой, может быть, сейчас подсохнет еще раз. Но много не впитывает, не берет в себя дерево. Фанера сухая. Сейчас покажу вам. Так, пропитал, что срезали, и с завода ничем не обрабатывается, сразу наклею. Вот эту резинку от клея, вот частицы остались. Очищу, потом обезжирю и наверх приклею. Ну, второй процесс, как я буду обрабатывать, уже показывать не буду. В принципе, все понятно. Единственное, вот эти отверстия, которые вот здесь были, взял как раз по диаметру, подходят спички, суперклей и сода. Как бы вот склеилось, слой такой, чтобы вот эти отверстия закрыть. Но все равно я, когда накладку буду ставить, я буду просиликонивать накладку, края, чтобы вода, ну, как бы не попадала внутрь. Так что будут эти отверстия стоять. Думаю, ничего с ними не произойдет. Это вот старый герметик еще очищу. Вот. Вспомнил, санитарный герметик. Вот. Так что все будет отлично. Так что, наверное, уже когда буду клеить, ну, покажу вообще, каким клеем. Может, будет кому интересно, полезно. Вот. Но я думаю, даже, может, одного раза будет достаточно. Вот это пропитал, что. Вот. Так что пускай сохнет. Ну и уже покажу, как будем клеить. Прошли сутки. Нанес вот 3 слоя такой пропитки, вот что показывал вам. Вот, как бы транец, ну, хуже не будет защищен. Сейчас покажу вам. Взял вот наждачку 150-ку и легонько так зачистил наш вот этот транец. Зачистил для того, чтобы в инструкции клею, там покажу сейчас, написано, что с клеемой поверхности желательно зачистить, обезжирить. Все, я зачистил, обезжирил, резинку очистил. Вот, и сейчас будем разводить клей. Покажу, может, кому будет полезно, как развести его. И будем наносить сейчас на наш транец и на резинку. Потом там будет промежуточная сушка между слоями. И будем уже потом приклеивать. В общем, клеить буду вот таким клеем. Чистяков, клей для ремонта изделий из ПВХ. Ну и там в инструкции написано: на склеиваемую поверхность равномерно нанести тонким слоем и просушить 10-15 минут, затем нанести второй слой, просушить 30-60 минут, после чего
поверхности прогреть до температуры 60-70 градусов и в течение 30-45 секунд приклеить, ну, вот наши поверхности. Вот, и все, выждать как бы сутки, и можно изделие уже эксплуатировать. Но вот, не знаю, будет видно, вот налил клей, он хоть и тепло, он такой вот очень густой, и мне тут ребята подсказали одни, чтобы сэкономить клей и проще было наносить, разбавлять. Можно ацетоном до консистенции соевого соуса. Ну вот сейчас разбавлю и покажу, как вот должно быть. Ну, надеюсь, меня не обманули. Хотя ребята давно занимаются изготовлением, не изготовлением, а ремонтом ПВХ лодок. Так что, кому интересно, там ссылочки оставлю на них. Может, кому надо отремонтировать лодку, обращайтесь. Ну все, друзья, развел я наш клей. Ну вот, получился. Вот он стекает, не знаю, будет видно, освещение плохое в гараже, извиняюсь. Ну вот как что-то похожее. И вот мне вот этого количества тут должно хватить приклеить нашу резинку. Вот. Единственное, сейчас сразу не сделал, забыл. Возьму сейчас малярный скотч и сейчас покажу. Вот здесь отобью кромки, поскольку нужно будет промазывать и верх сам. И вот как бы резинку промажу внутри. И вот эти кромки промазать, где будет вот наша садиться резинка, чтобы все хорошо приклеилось. Ну, чтобы не попадала влага. Так что сейчас отобью и уже спокойно буду промазывать. А потом, когда уже приклею, сниму наш скотч малярный. И уже будет у нас все. Готовый вариант покажу вам. Прошли сутки. В общем, с того момента, как я завершил видео, сказал, покажу, как буду приклеивать, там, может быть, резинку, но не приклеивал. Процесс такой, ну, не скажу, что трудоемкий, но нужно было клеить, греть, уже не ставил штатив. В общем, были сложности вот здесь приклеить эти края. Ну, все прихватилось, держится. Вот, и решил уже сразу показать испытания на воде. Прикрутил вот родную накладку, которая была с завода. Но от нее, повторюсь, шел петух, сбоку ударялся в ногу, и были прохваты, как бы, не как бы, а были прохваты. Но еще раз повторюсь, там в подсказках выскочит, посмотрите. Делал накладку, сейчас я ее покажу. Ну, с помощью накладки убрал петух, вроде как бы по осени, как уже мне сделали ее, вроде лодка поехала, но все равно выехал на открытие и пошли опять прохваты. Ну и принял решение вот углубиться на 1 сантиметр. Ну и вот сейчас хочу посмотреть на родной накладке, как оно будет. Может быть, все дело было в углублении. Ну а если обороты упадут, а петух останется, перекрутим накладку и посмотрим. Ну, в общем, скажу вам все в конце, чтобы, если у кого такая проблема есть, уже не расстраивались, не мучились, как я, а уже сразу сделали. Ну, в общем, ребята, сейчас проехал, и хочу сказать, результат хороший. По оборотам 5700, по скорости не знаю, сейчас вот покажу вам просто, как стартует. Покажу, что прохватов нету. И раньше вот отсюда шел петух на баллон, его практически тут и нету. Здесь немножко распыляется, вот, ну тут не так уж и много. В общем, смотрим, друзья. В общем, друзья, по скорости сейчас посмотрим, достану телефон против течения. По оборотам там видели 5600, 5500, ну и петуха этого нету. Мотор стоит на втором отверстии, а когда до зарезки на родной накладке был петух, прохваты, ну вот, помогает все. Так что сейчас смотрим скорость, включаю навигатор, весь в мазуте, руки от мотора. Так что и посмотрим сейчас. Вот включил навигатор, вот сбоку будет здесь. И посмотрим, какая скорость. Поехали.
В общем, показывает 23, там с половиной 24, 25 проскакивает. Но смотрите, друзья, я пустой как бы, да. С собой беру где-то килограмм, ну пускай 30 вещей. Ну, плыву против течения и как раз ветер в лицо. Вот. Ну, надо еще на спокойной воде будет посмотреть. Ну, а теперь давайте попробуем, как пойдет мотор по течению, а потом попробуем переставить на третье отверстие. Все, друзья, плывем. Плывем, друзья, по течению. 27 километров. Обороты 5. 650. На полный газ. Ну вот, 5500. Сейчас обороты выставил. На полный газ не давлю сейчас. Ну вот, 26,3. Вот, волна моя идет сейчас, долбасит. И тоже ветерок так как-то. Ох. Так что, друзья, считаю показатель неплохой. Как бы брызг практически и нету. Сейчас попробую поставить на третье положение, но уже снимать не буду. Покажу только скорость. Вот. И потом уже приеду к берегу, переставлю накладку, которую вытачивал, и попробую с ней тоже. Так что все покажу. В общем, друзья, переставил положение третье, сейчас решил проехать, ну и покажу вам. Это было вот как до зарезки на втором положении, что на той накладке, что на этой. Сейчас будет слышно такие перекруты, рев мотора, и будет выбрасывать вот этот петух. Ну вот, друзья, видели, все, шел фонтан, даже мотор выкинул. Это вот так было у меня изначально, как вот до зарезки на родном трансе, не трансе, накладки, пока не вытащил ту. Там уже чуть-чуть результат стал лучше. Так что пока идеально, второе положение. Ну, в общем, друзья, все, поменял вот эту родную накладку заднюю, поставил, что была выточена. И давайте посмотрим, что по скорости будет. Посмотрю, прокачу сейчас по течению, какая скорость, давайте. Но хочу сказать, больший результат, конечно, вот дал этот зарезание транса. Как бы накладка сильно роли как бы не играет, если у кого прохваты. Накладкой не сделаешь, а именно вот мотором. Так что давайте попробуем по течению проверить скорость. Какую накладку оставлять? Наверное, все-таки оставлю родную, поскольку она мне больше нравится, поскольку вот здесь вот на этой накладке выточены, видите, брызгов как-то идет больше, вот, поэтому не вижу смысла оставлять ее, как бы. Не то, что я там потратил зря деньги, но зато же провел эксперимент, и уже вам, друзья, кто смотрит это видео, я думаю, будет полезно, если кто мучается, повторюсь, с прохватами. Так что, друзья, потратил много времени, нервов, вот, и если кому-то это видео поможет, поставьте лайк, напишите обязательно комментарий. Ну, это будет такая самая лучшая благодарность мне и моему каналу вот за такую проделанную работу. Ну и если по возможности интересен канал, там подпишитесь. Вот, друзья, так что еще раз
наверное, тут сейчас покатаюсь. Посмотрю сейчас на третьем отверстии, еще проведем эксперимент. И будем, наверное, завершать тогда видео. И подведем итоги. Так что не переключайтесь, еще будет пару заездов и тестов. В общем, ребят, уже вечер, вернулся домой, протер лодку, помыл, поставил накладку, тут просиликонил все, буду с ней, попробую на следующей рыбалке, когда буду выбираться в загруженном состоянии, посмотрю как и что, если там все так и останется, как на пустой лодке оставлю, ну, может быть, проведу эксперимент, поставлю еще, когда там еще будет выход, сниму, поставлю ту накладку, которая выточена была у меня на ЧПУ станке, посмотреть с ней, ну, как-то с ней... Видели, там брызги шли, вот. И как-то мне казалось, носом все-таки лодка клювала, поскольку мотор был поджат. Вот с этой как-то получше. Но ну, все-таки попробую, чтобы уже до конца успокоить себя. Ну и чтобы вам было проще. Но, скорее всего, вот эта накладка будет оставаться. И проблема в зарезке транса. Вот, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить видео, там оставляйте комментарии. Ну и сейчас вам на листке, может быть, наглядно покажу быстренько. Домой пришел, посмотрел видео, там по скорости чуть плохо видно, солнце отсвечивало, ну и снимать неудобно так в лодке одному. Но главное, показал вам причину, надеюсь, будет полезно. В общем, вот взял листок, друзья, наглядно, вот, может, покажу. Вот, допустим, это будет лодка, вот так я нарисую. Здесь вот мотор, как бы, допустим, к ней крепится. На родной накладке сейчас как бы мотор, в принципе, ну, немножко откинут в сторону. Но когда лодка поднимается, выходит на глиссер, нога поджимается, ну, к трансу, ну, не сильно. И наша лодка едет вот прямо. Скорость хорошая для пятерки, как бы, скорость не теряется. А вот на этой выточенной накладке у меня нога мотора с помощью этой накладки, она была поджата. И плюс, когда лодка выходит на глиссер, она еще больше заваливается. И вот эти отверстия, которые в моторе там есть, в основном, как бы, вот второе или третье отверстие считается, как бы, ну, самыми ходовыми в лодке. Там на втором или на третьем нужно экспериментировать, смотреть, как лучше идет мотор. Ну и, конечно, вот эти отверстия меняются от загруженности лодки. Но у меня вот на всех накладках как бы второе положение оптимально. На третьем уже, да, опять поднимается нога мотора и идут прохваты. Но вот на накладке, которая шла выточенная, на третьей как бы я ехал, но... пробиваются прохваты, и там еще фонтан этот, опять брызги идут. Самое оптимальное вот для моей лодки это второе положение. Вот. Поэтому если и еще, да, если у нас нога мотора будет сильно откинута назад, у нас, когда даже на глиссер будем выходить и уже будем ехать, у нас будет, ну, кобра, у нас лодка будет сильно задираться нос вверх, и мы ее не сможем опустить. Когда вот эта нога мотора прижата к лодке, у нас тогда лодка будет клювать носом, соответственно, потеря скорости, там, врезаться в волну будем. Самое оптимальное, когда вот, ну, лодка идет прямо, ну, конечно, там в зависимости сейчас от производителя, там, как нос в лодке может быть поднят, но вы все почувствуете, как бы, как лодка идет. Ну, в основном вот нужно играться со вторым, с третьим отверстием, также вымерять высоту, как бы высота антигравитационной плиты до дна лодки идет от 0 до 25 миллиметров. Ну, где-то проскакивает информация от 0 до 35. Ну, вот у меня было в моей лодке было 20 миллиметров, но этого было мало, поскольку были прохваты, мы заглубились, и у нас сейчас стало 30 миллиметров, и этого нормально. Обороты были там тоже до 6000 у меня на тахометре, сейчас там идут 5500, там 5600, ну вот так где-то. Но это уже такие нормальные обороты, плюс если подзагружу лодку, будет хорошо. Так что, друзья, обязательно играйтесь с углом наклона мотора, смотрите все это, если у кого-то там лодка плохо едет. Ну и обязательно тоже смотрите высоту вот этого транса антигравитационной плиты. Если будет сильно заглублено, будет тоже сопротивление, будет потеря скорости. Ну а в данном случае, как у меня было высоко,
Кавитационная плита стояла высоко, были прохваты и тоже были обороты большие, и лодка не хотела ехать. Так что вот этот угол и высота тоже зависит очень сильно. Ну, надеюсь, так по-простому рассказал. Ну, кто понял, кто нет. В интернете по поводу этого есть этих наклонов, как настроить мотор, там подробное видео, кому интересно. Так что самые основные показатели нужно смотреть: это высоту и угол наклона. Хотя у меня если по книжному смотреть, по настройке мотора от 0 до 25, как бы, ну, в таком положении мотор, высота была нормально, но этого было мало, вот были прохваты. Ну, поскольку лодка идет НД, надувное дно низкого давления. Если было бы поелка, там, конечно, осадка больше идет, и вот на них вроде как бы проблем вроде нет, у меня у товарища есть. Вот. Ну, а вообще, вот, все лодки питерские, пообщался, кто это делает, мастер клеит, сказал, все лодки сейчас стали очень питерского качества плохие. Так что, кто хочет приобрести питерскую лодку, подумайте, может, от другого производителя. Вот мой вам совет. Ну, еще, друзья, там хотел добавить, конечно же, нет идеальных лодок, моторов, комплектов, чтобы так купил, там, вот, есть, там, хочу такую-то лодку, там, говорит, вот у меня лодка лучше, и второй говорит, нет, моя лучше. Нет идеальных лодок, комплектов, поскольку у всех там своя загруженность, и купив лодку-мотор, редко такие встречаются там случаи, чтобы повешали и поехали. У кого-то высота транса больше, у кого-то меньше, подлаживать надо, вот угол наклона, развесовку, все весят по-разному, вещей с собой на рыбалку берут больше, поэтому, ну, как в народе говорят, нужно перед тем, как выплыть, поженить лодку с мотором, отрегулировать, и вот тогда уже с вашего комплекта вы выжмете, ну, полную скорость, там, все характеристики, отдачу и поедете. Ну, а если не заморачиваться, просто так повесить, да, вот будут какие-то прохваты, будут там фонтаны, брызги идти. Ну, кто-то на это не обращает внимания, купил и поехал. Ну, мне просто жалко там своих денег, да, отдал деньги, и вот получить такой комплект, я уперся и все вот сделал сам. Ну и, конечно, там спасибо ребятам, которые вот помогли мне в данной проблеме, проконсультировали. А на этом, друзья, я свое видео заканчиваю. Если данное видео вам понравилось и было полезно, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Если будут какие-то вопросы, пишите мне в соцсети, я там могу оставить вам номер своего мобильного телефона, вы там свяжетесь со мной, если что-то было непонятно. Ну и расскажу, если у кого-то такая проблема. Ну, надеюсь, ни у кого такой проблемы не будет, поскольку, ну, отдал много времени, немножко потратил денег, чтобы устранить эту проблему, поскольку там герметик, фрезы, вот этот материал тоже как бы стоит недешево. Но зато теперь я со спокойной душой буду плавать. Ну, а производителю Адмирал передаю большой привет, если кто-то смотрит. Ну, начните вы делать нормальные лодки, трансы эти под каждый мотор там. Вымеряйте, чтобы вот так, ну, не мучиться. Вот. Ну, а вам, друзья, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.